Счастье. Всем счастья, несмотря на то, что будем говорить о Лилит, о фиктивной точке. Но назовем ее ласково. Лилитка, куколка, сплетница. Почему? Потому что она заходит к Меркурию, она заходит в Близнецы, к управителю мир, управляет там Меркурий. Сразу это говорит о том, что здесь будет очень много ненужных разговоров, лжи, наговоров, оговоров, неточной информации, провокационной информации. Это все будет делать Лилит. Но, понимая и зная, что эта фиктивная точка вот так активизируется, ты ее контролируешь. Но, тем не менее, что такое сама Лилит? Это воронка. Это фиктивная точка на небе. Это не планета. Но, тем не менее, когда она в такой активной, а в Близнецах она активна. Она провокационно активна. И активна на твое мышление, на твои мысли, на твои слова, на информацию, которую ты получаешь. То есть объем огромный. Это не действие ты делаешь, а у тебя здесь происходит. Тебе сложно справиться с информацией, которую ты получил. А информация вполне может быть искаженная, но ты сразу это не воспринимаешь. То есть это вот такая воронка, которая идет по кругу. И из этой воронки очень сложно выбраться. Она тебя так закручивает, так тебя захватывает, что ты иногда даже по тому, как ты постоянно вот по этой воронке по кругу ходишь, тебе даже и не хочется выбираться. Вот столько ты погряз вот в этой ненужной информации, которую ты получаешь, что тебе даже и не хочется от нее отделаться. Почему? Потому что сложно отделаться. То есть ты наступаешь на одни и те же грабли. Ты делаешь одни и те же ошибки. Ты повторяешь один и тот же сценарий своей жизни. Иногда женщины говорят: все мужчины такие и такие. Мне всегда попадаются такой-то такой тип. Вот почему? Потому что ты черную луну свою не проработала. И по кругу, по жизни ходишь на одни и те же грабли. Точно так и мужчина. Всегда вот эти вот женщины, такие женщины, один и тот же тип этому мужчине попадается. Почему? Потому что не работает со своей луной. Для того, чтобы проработать свою луну, нужно ее просто понимать. В данный период Лилит заходит на 9 месяцев в Близнецы. И вот само то, что заходит она к Меркурию, вот эта сама ситуация говорит о том, что настолько необходимо контролировать свои мысли. Вот даже если по каждому знаку сейчас пройти и посмотреть, в какой дом она попадает, тогда, когда она попадает в Близнецы и к Меркурию, бесполезно проходить по домам. Это все равно будет информация, это будут мысли. Куда бы твоя Лилит не попала, это все вокруг будет мысли. Твоя вот голова постоянно что-то тебе нехорошо, как-то тебе подозрительность, ревность, не понимаешь, что происходит, большой поток ненужной информации получаешь, а потом узнаешь, что это обман, а то получается, что это еще и такой масштабный обман. То есть ты такой здесь потерянный, потому что объем вот этой вот дезинформации большой. Сдал анализы, получил неправильный результат. Уже пошли мысли: а что же мне делать? У меня вот такое заболевание, у меня подозрение на вот такие симптомы, подозрение на такое.
Через месяц сдал анализ, а оказывается, это был не твой, тебе не тот анализ пришел. Перепутали. А ты весь месяц только был и занят этим. А то еще и тебя так эта воронка закрутила, что ты уже прям и чувствуешь на себе все эти симптомы. Вот что такое, когда Лилит заходит к близнецам. Это даже не потому, что к близнецам, а к Меркурию. Это вот так вот Меркурий очень поддается на влияние Лилит. Подцепить очень легко. То есть скажи что-то чуть-чуть неправильно, дезинформируй, даже может быть и не специально человек тебе делает. Может быть даже это и не специально, он тоже так же получил информацию неправильно. Поэтому, конечно, в этот период что очень важно? Важно доверять себе. Если вы находитесь на работе, в своем предприятии где-то, и идет какая-то волна, слухи, вот увольнения будут, или там перемещать нас будут как-то, или что-то. Вот в эту волну не включайтесь. Это не волна, это вот эта воронка. Кто как, что, кто как. Мне пока сам я не услышу, пока я сама не услышу от самого главного начальника, то есть от указ, который вот кто выпускает, вот пока я сама не почитаю этот указ, я вот в эту воронку постепенно входить не буду. И, конечно, любая ситуация, которая придет, просто никакой паники, разобраться с этой ситуацией. Плюс ко всему, довериться жизни. Вот этот период, не бояться жить, не бояться всего, что происходит. Довериться потоку жизни. То есть, когда ты доверяешься жизни, ты доверяешься себе. Почему нужно знать, почему самая лучшая встреча в жизни – это встреча с самим собой. Когда ты доверяешься жизни, ты доверяешься себе. Поэтому, да, Лилит будет делать свои проказы, будет вносить неразбериху, будет вносить дезинформацию, будет сталкивать людей. И наблюдая за это, попадешь ты вот в эту вот воронку, и как ты в нее попадешь, сможешь ли ты потом оттуда выбраться. Когда Лилит делает транзит, идет по транзиту, связано это с Меркурием, либо это в Близнецах, либо даже если это в Деве, нет большой разницы, это Меркурий все равно. Здесь Меркурий полегче, вот этой воронке ты крутишься, как-то ты выбираешься, в Близнецах полегче. Да, ты попадаешь вот в это все, но полегче. Когда Лилит идет по Деве, когда туда именно транзит туда заходит, там немножко такие процессы все посерьезнее, потому что это с Землей связано, приземленные такие, прям глубокие, ты потом попробуй только выбраться. Не так легко выбираешься, как это по Близнецам. Поэтому, когда сама по себе Лилит заходит в Меркурий, к Близнецам в Меркурий, она провоцирует, но полегче. Но трансформацию делает, вот так же делает, как это делает трансформацию Плутон. Плутон до конца тебя раздавит, а дальше сможешь – выбрался, не сможешь – не выбрался. Что делает Лилит? Она тебя в воронку вот так закручивает. Сможешь ты назад раскрутить это все и подняться? Не сможешь, так будешь там болтаться. Там будешь болтаться. И потратишь на это годы. И настолько тебя вымотает весь твой организм, разрушит все внутри. Ничего так не разрушает нашу жизнь, как наши мысли. А кто хозяин своих мыслей? Ты сам. Кто хозяин твоей головы? Ты сам. Ты. Поэтому вот этот период именно даже как-то научит тебя, те, кто готов к этому.
научит тебя пройти определенный уровень, поднимешься ты или нет, или ты останешься ходить по этому замкнутому кругу, от которого ты выбраться не можешь, а больше даже и не хочешь. Тебе нравится вот в этом всем. Итак, все проверять от первоисточника. Вплоть до того, что вот позвонить в определенные органы, ага, вышел такой закон, и правильно почитать его точно на определенном сайте, где это профессионально выставлен этот указ. Все, что связано с нашими домашними рутинными разговорами, кто-то что-то на кого-то сказал, я увидел, я услышал, я заметил, там кто-то твой ребенок, а я видела, твоя дочка там была, а я видел твой муж там с тем был и так далее. Это все отметать просто сразу на корню, потому что как только ты на это подцепился, ты зашел вот в эту энергетическую отравленную воронку. И выбраться будет от нее непросто. Ну, очень так с вами легко пройдемся по знакам, но тем не менее вы должны понимать, что все вокруг, в какой бы даже дом сейчас не попала Лилит, все равно все чуть-чуть вокруг будет связано с информацией, искажением информации. Мысль. Информация – это мысль. Поэтому кто хозяин своих мыслей? Ты сам хозяин своих мыслей. И ты руководишь этим процессом, а не Лилит твоей головой. Ну вот посмотрим, давайте по знакам, куда попал в дом и какой проработать. Вот немножко про это все пройдемся по знакам. Что проработать? Откуда можно взять проработку? Вот это самое важное. По какому тебе признаку проработать то, что сейчас происходит? Ну, начнем Овны. Давайте начнем с Овном. Попадает к вам Лилит. Будете в третий сектор и будете очень много тратить энергии. Третий сектор – это то, что связано с Меркурием. Нагрубить, резко сказать, быстро сразу ответить. Вот не подумать. Здесь провокаций будет огромное количество. Пообещал, не сделал. Договорились, не пришел. Контролируйте этот процесс. Ранить словами можете, прям уколоть словами, но не вот оно как-то вырвалось. Но помните всегда, Овны, по жизни, это ваше золотое правило. Я сначала думаю, потом говорю. Вот этот период настолько будет провоцировать обратно это все сделать, причем в такой немножко не очень приятной форме, так скажем, в очень неприятной форме. Проработайте все, что связано с весами, с качествами весов. Это дипломатия, это гармония, это договоренность, это равновесие найти, успокоиться. Вот всегда, Лилит, прорабатывайте только качествами весов. Называется это качество «давайте жить дружно». Вот это прям, Овны, запомните. Головные боли будете чувствовать, прям резкие головные. Как только попадете вот под это Лилит, где-то что-то, понимаете, за словами следите, очень сильно следите за словами, потому что Лилит зашла к Близнецам, а это третий дом, а по транзиту у вас получился третий сектор. То есть это сильно на вас повлияет. Вы хорошо подцепитесь на это. Прорабатывайте по весам. Включить дипломатию, гармонию, баланс найти. Я сразу первое, что вы должны сказать, я подумаю. Я сейчас тебе ответить не могу. Ой, давай завтра встретимся, ты приезжай на работу. Я подумаю. Дай мне подумать. 10 минут. До вечера, до завтра. 1 минуту. Как-то себе в голове закрепите. Я сначала подумаю, потом отвечу. Тельцы. Ну что, Лилит к вам заходит
Она только у вас была. Вы только от нее избавились. Заходит она к вам во второй сектор. Тельцы не особо празднуют Лилит и не особо на нее цепляются. Только что она вас зацепит материально. Какая-то такая на себя появляется немножко. Не хочется на себя потратить. Но вот надо потратить. А то еще если вот как-то вот на близких, а вот не хочется. Это вот будет вот такие зажимы делать. Но не особо вы будете вот в этой всей канители, вы не особо поддадитесь. Единственное, что немножко зажимать будет в финансах. Либо наоборот. Вот так, как купил то, что не надо, такие деньги было. Ой, сделку какую-то сделал. Зачем? Она не нужна была. Все вот все, что связано с финансами, именно тоже возьмите как будто время, немножко возьмите время. Я подумаю сделать, я вот еще раз подумаю, чтобы ни в ту, ни в другую сторону, то есть не так, что прям себя зажать и вообще ничего не тратить. Или наоборот сделал сделку какую-то, вложил куда-то деньги, то, что абсолютно не нужно было. Вот на это обратите внимание. Ну и партнерство здесь тоже, в партнерстве то же самое. Не будете думать, ага, как-то ваш партнер, может быть, меня в финансах что-то обманывает, что-то мне не договаривает в нашем общем бизнесе. Или муж или жена, что-то она как-то экономит, что-то она как-то где-то спрятала. Вот именно немножко, что связано с финансами. Потому что как ты хочешь, если ты приобрести неприятные отношения с человеком, начни разговаривать с ним за деньги. Попроси у него деньги или займи ему деньги, и все. То есть тут в этой области будьте немножко повнимательнее, поаккуратнее. Но в принципе вы особо на Лилит не реагируете. Даже то, что она у вас находилась 9 месяцев, вас особо она и не поддаются. Тельцы земной, такие устойчивые и с головой хорошо дружат, поэтому она особо на вас не отражалась. Тем не менее, вот питание, просмотрите свое питание, чтобы вы в этот период не поправились, потому что так все гурманно, так все вкусно будет, так все будет прям хорошо, можете немножко, даст это Лилит тоже. И проработайте все качества, вы на одной оси со Скорпионом, проработайте все качества Скорпиона. Вот как Скорпионы себя ведут, они выжидают. Вот так, лучше выжидать, чем сделал шаг и потом думаешь, зачем я это сделал. Ну, близнецы. Заходит к вам Лилит, да, заходит к вам Лилит, мои хорошие, и вы очень, такая будет у вас очень такая утечка энергии. Вот утечка энергии, потому что вся информация, которая будет к вам поступать, к вам приходить, мысли, которые будут приходить, они настолько ничем не подтверждены, настолько зыбкие, что вы аж энергию на это будете много тратить. Но все равно, несмотря на то, что у вас будет 9 месяцев стоять Лилит, все равно вы будете выходить из любой ситуации немножко легче, как все вы делаете. Оно закрутит, оно завертит, но как-то близнецы это легко решают, легко отпускают. Вот переступают следующий день, начался, все, у меня уже начался следующий день. То есть утечка энергии будет достаточно. Очень много будете перерабатывать ненужных сплетней, доносов, вранья, наговоров. Вот это вот столкнетесь со всем. Если вас воронка не закрутит, если вас вот эта вся энергия не закрутит, потому что потом ее в обратную сторону, эту спираль раскрутить очень сложно будет. Не попадайтесь на это. И, конечно, проработайте все, что связано с качествами, все, что связано с качеством Стрельца. То есть дружелюбие, жизнелюбие, позитив, то, что в самих Стрельцах есть, философию дайте жизни, философию подведите вот под всю философию. Да, человек вот так как-то мне сказал, какие-то дезинформировал меня, но дайте этому философию. Он сам заблуждался, ему тоже неправильно дали. То есть вот дайте вот философию вот этого позитива, чтобы не начинать этого
там человека ругать, вот он как-то меня вывел из жизни, он меня дезинформировал, у меня столько времени прошло. И вы, вот это, тогда пойдет вот этот вот круговорот. Найдите философию по стрельцам. Дайте все равно философию позитива. Что бы вы ни получили, какую бы вы информацию ни получили, дайте философию позитива. Внимательно в общественных местах и даже в местах, где вы у своих друзей, у своих родных, внимательно смотрите пищу, которую вы едите. Может быть, вот когда Лилит в таком положении, она может даже и сама пища быть немножечко как-то не свежая, чтобы не... Пробуйте сначала, попробуйте, если чувствуете, что что-то как-то вкус не тот, лучше это не употреблять. Раки. Ой, цепляет вас Лилит, ой, цепляет, ой, любит раков. А что тут хорошо пострадать? А здесь хорошо что-то как-то тревогу внести. О, тут с удовольствием разбежится Лилит. Поэтому да, вот в эту воронку энергетическую не попадите. Вы очень сложно потом из нее будете выходить. У вас будет это в закрытом секторе, это в 12 секторе. Что-то как-то сильно будете вы сами сильно навязываете свою какую-то линию, кому-то навязываете. Вы можете навязывать только себе. Поэтому либо вам кто-то вот навязывает, давай вот так вот займись этим, у тебя это получится. Вы смотрите по своему состоянию, чтобы вам никто ничего, ни в какую организацию, ни в какую партию, ни в какую философию не вступить. Вы сами, сама по себе, это будет очень такая закрытая площадка для вас, по 12 сектору будет проходить. Это больше связано с душой, с вашей же душой больше связано. Поэтому не поддавайтесь никаким душевным терзаниям. Вот что-то так грустно на душе, вот что-то мне нехорошо на душе. Музыку хорошую поставьте, фильм веселый посмотрите. Не поддавайтесь, потому что воронка вот этот закрутит сильно, потом попробуй ее раскрути. И, конечно, лучше всего прорабатывать по Козерогу, план сделать, построить, делами заниматься, карьерой заниматься, что-то себя куда-то привлечь, куда-то себя увлечь, только чтобы эмоциональный вот этот сбой снять. Это будет очень хорошо проработка всегда по Козерогу. Стабильность, уверенность и, конечно же, план. Ну и все, что связано, конечно, с семейными традициями, тоже не навязывайте. Не заставляйте вот этим семейным традициям следовать. Делайте вы, как вы хотите. Если вы любите, у вас альбом и все фотографии. Это не значит, что ваши близкие, ваши родные тоже должны делать альбом. То есть не навязывайте своего ничего. Никаких своих ценностей, только для самого себя. Иначе вот это вот по одному и тому же будете ходить и на одно и то же нагребать. По одним и тем же граблям ходить, один и тот же сценарий будете проигрывать. Львы. Давайте, львы, мои хорошие львы. Лилит заходит к вам. И как всем другим планетам, но Лилит у нас фиктивная точка, вы с удовольствием даете свою корону, потому что вы все видите через призму трона. И также не подцепитесь на то, чтобы эту корону дать Лилит. Здесь какая корона? Отношения с людьми в этот период у вас выстраиваются диктаторские. И такие очень категоричные. Вот так эти все 9 месяцев, когда будет находиться Лилит, прям хочется. И так вас много всегда в семье, а тут прям захочется важность свою. Но важность, да, вы важны, да, вас есть всегда о чем
предъявить, о себе заявить всегда есть. Но здесь самовыражение. Найдите свое самовыражение. Занимайтесь своими делами. Занимайтесь кто-то своей карьерой, кто-то своими проектами занимайтесь. И давайте выработайте качество по Водолею. Свободу. Дать полную свободу. Свободу действия и свободу выражения мысли. Если вам ваш близкий человек, вторая половина вам говорит: я этим не хочу заниматься, мне это не интересно, я не хочу этим заниматься, оставить, дать ему свободу выбора. Если ваш ребенок говорит, что я это кушать не хочу, мне не нравится, или мне этот цвет в моей комнате не нравится, или мне эта тумбочка не нравится, дайте выбор человеку, дайте ему свободу. Вы всегда делаете с удовольствием, вы очень много отдаете, вы очень много вкладываете, но вырабатывайте всегда качество Водолея. Свободу. Пусть каждый развивается как может. Не все такие амбициозные, не все идут наверх, не всем нужны победы, не всем нужны какие-то завоевания по жизни. Не все, абсолютно не всем людям нужны. Поэтому свободу своему окружению. Тогда этот транзит Лилит будет для вас гораздо мягче. Девы. Королевы. Ну ладно. Лилит заходит. Заходит в Близнецы, ну то есть там, где управляет Меркурий, который относится тоже к вам. Одна и та же работа повторяется, что-то на работе настолько затянула эта рутина, настолько затянула эта нудота. Вот что-то делаете, что-то вы делаете либо дома, либо на работе, либо в каких-то отношениях. Вот настолько по одному и тому же кругу, вот оно идет и идет, что вам, вот Лилит, вам сделает хорошую встряску. Она на вас, кстати, отработает очень положительно. Здесь не будет сплетни, кто-то что-то наговорил, кто-то что-то сказал. Ну нет, это совсем не по-королевски. Дева не из этой серии. Чтобы насплетничать и самой, или на нее кто-то, или как-то. Нет, это Меркурий здесь по-другому работает. Здесь Меркурий вас заставит выйти из какого-то вот этого одно и то же, выведет вас из этого состояния. Да, немножко будет обидчивость какая-то, повышенная обидчивость появляется, потому что вы еще не знаете, а как я из этого состояния, я не могу все бросить и уйти, я не могу на работе отказаться от этого проекта, оставить и уйти, я не могу, то есть пока вы еще находитесь вот в этой рутине, но Лилит сыграет вам хорошую роль, сыграет вам, сделает вам хорошую подсказку, вам даст, что вы для себя не свойственно сделаете определенный какой-то шаг. И это будет, знаете, шаг такой бартерский. Я сделаю, если вы мне повысите зарплату. Я останусь, если и вот такие мои условия. Это будет бартерская сделка. Здесь будет очень четко проходить, прослушиваться. Прорабатывайте качества рыбки. Какие качества рыбки? Решится моя проблема. Я что буду делать? Я пойду отдохну. А что проблема? Проблема моя решится. Вот это вот качество. Тонкость такая немножко. Мягкость немножко. Неконфликтность. Избежать все углы, избежать все какие-то резкие. Вот эти вот качества прорабатывайте. Доверюсь. Я вот доверюсь, вот так вот жизни доверюсь. А как я еще могу сделать? Я могу закончить вот проект, который мы ведем, но вот мягко так. Вот я бы закончила этот проект, но вот мне нужно надбавить. Я много работаю для этого. Я бы вот дома, ты знаешь, вот так и так и так. Я бы делала вашу работу, пока вы.
но вот надо мне вот такие условия создать. То есть все решится у меня. Я все это сделаю. Качество рыбок прорабатывайте всегда. Весы. Ну что, мои хорошие, когда Лилит проходит по близнецам, что это для вас? Какие-то судебные дела, которые вы в чем-то какие-то разбирательства, вы можете их проиграть. И только потому, что какая-то несправедливость. Вы не можете, вы, которые предоставляете всегда факты, вы не на пустом месте всегда говорите, что это так, у вас всегда есть факты в руках. Но вот здесь вот получается, что вы недостаточно подготовите какие-то аргументы. Либо вам попадаются нечестные судьи, нечестные люди попадаются и предъявляют вам какие-то аргументы, которые у вас не существуют. Вы можете попасть вот в такую вот ситуацию, где вы не сможете ничем доказать. Только время это возьмет. Только время это возьмет для того, чтобы как-то выйти из этой ситуации. Тем не менее, все равно ищите справедливость и будьте все равно на стороне справедливости. Не вступайте ни с кем ни в какие сделки, ни в какие хитрости, ни в какие махинации, потому что так это может закрутить, что вы потом не раскрутитесь, не вылезете. Это могут быть также и какой-то не очень хороший брак, не очень хорошие отношения, которые, может быть, человек сделал вам предложение, и у вас отношения завязались, и вы вступаете в брак, а он еще с предыдущими отношениями не разобрался или не развелся. Тоже такое может быть. Вот именно вот на прохождение вот этой вот Лилит. Проработайте качество Овна, станьте личностью сильной. Сказал, они у Овнов, я делаю, потом говорю, вот, а вы, я сказал, и я это сделаю. Я все проверю, я все узнаю, я не сдаюсь, мне интересно, я возьму и дойду до конца, это все дело проведу. Немножко такие качества действовать. Не рассуждать, а действовать. Вот как это делают Овны. Они действуют. Вот эти качества. Проработайте. Скорпионы. Ну что, мои хорошие скорпионы. На Лилит вы сильно не поддаетесь. Что такое Лилит для вас? Лилит это такой же трансформатор. Только такого, совсем низкого качества. А у вас трансформатор Плутон. Вы с самого рождения знаете, что такое трансформация по Плутону. Поэтому, что вам проказы Лилит? Ни о чем это для вас. Но она проходит у вас по 8 сектору, по вашему сектору. Угу. Самое неприятное, что может здесь, потому что вы на эти провокации не поддаетесь. Это бесполезно. Но что здесь обостряется? Здесь обостряется подозрительность. Подозрительность на ровном месте. Контролируйте этот процесс. Ревность. Обостряется ревность тоже на ровном месте, ни о чем. Ваш муж повернулся, посмотрел, может быть, зеленый свет или красный, переходить дорогу нет, а вам кажется, он посмотрел на другую. На ровном месте ни о чем. Точно так же на работе. Ага, кто-то, начальник там пришел и зашел, обращался сделать какую-то работу и смотрел в окно, а не смотрел мне, в глаза не смотрел. Что-то он задумал. То есть вот подозрительность, ревность, подозрительность на пустом месте, но она обостряется, потому что по-крупному Лилит ничего сделать не может со скорпионами. Но вот по мелкому, тем более, когда проходит по 8 дому, деньги, что еще здесь могут быть, никому не надо занимать, даже своим детям.
очень сложно потом будет забрать свои деньги. Если хотите и вы видите, что нужно, детям действительно нужно, не ставьте их в такие условия, что нужно занять. Может быть, лучше отдайте. Но потому что если вы займете, вы потеряете отношения с детьми. Отдавать будут плохо, отдавать будут долго, а потом еще смотришь, уже вместе не живут, а деньги дали им вместе, а она... И такое, то есть это с финансами очень испытания такие хорошие. Всегда Лилит проказничает здесь хорошо. Теперь никакой черной магии, никаких все, что связано с колдовством, с какими-то наговорами, это вообще ни в коем случае не трогать. Все получите сполна вот так, сами все вам вернется. Ни на кого, ничего, абсолютно, абсолютно. Дальше, подальше от всей этих ненужных дел. Ну и, конечно, что еще? Для проработки. Чем прорабатывать это все? Только качество тельца. Все, что связано с тельцом. Качество тельца. Вы на одной оси, вот качество тельца прорабатывать. Говорить, разговаривать, вечером семейный ужин сделать и за семейным ужином разговаривать, говорить. Я вас люблю, вы у меня самые дорогие, мне с вами очень хорошо, так вкусно ты приготовила, такой чудесный у нас вечер был. А там и женщине говорит, ты такой молодец, у тебя такие красивые руки. Ты все руками можешь делать. То есть говорите, как это делают тельцы, по тельцам. Больше немножко приземлить себя к семье, прибить себя к семье, Стрельцы, ну что, мои хорошие, Лилитка. Ну, стрельцам не очень она там. Ну что стрельцам Лилитка? По 7-му, правда, сектору у вас пойдет Лилитка. Ой, куколка, испытания будет такие испытания будет делать вообще не очень вам свойственные. Испытывает на прочность отношений. Ой, вдруг захочется как-то, это даже не то, что вашей второй половинке, вам как-то захочется претензии предъявлять ко второй своей половине, разбираться, залезть в какую-то запутанную ситуацию, которая была 10 лет назад. Ой, о ней захочется вспомнить, а то еще приплести сюда, как до сих пор обидно за ту ситуацию. И вот на пустом месте, на ровном месте какой-то завяжется конфликт, все, что связано со стабильностью. Ой, отказ от каких-то устоев, отказ от какой-то даже, ну, может быть, вы к какой-то религии принадлежите, вот все это протестуете, что вот на ровном месте она может, Лилит, это провоцировать. Поэтому, конечно, прорабатывайте в себе все, что связано с качествами близнецов. Легкость, не поддаваться ничего. Вот что-то поговорили, все, завтра день настал, нету этого ничего. Не пустите сюда близко в голову, не закрутите эту воронку, энергетическая воронка. А Лилит это энергетический вампир, который закручивает. А потом попробуй это все раскрути. Поэтому не поддавайтесь. Что здесь лучше? Учиться. Какие-то новые стрельцы. Как по близнецам. Новые какие-то знания, новые учения какие-то. Что-то читаю, чем-то занимаюсь, чем-то интересуюсь. Познаю какое-то новое. Чем погрузиться вот в это вот вспоминания каких-то прошлых ненужных абсолютно обид, которые уже давно прошли, поднимать их на поверхность и опять все это проигрывать, опять все это проживать. Так что удачи вам, мои хорошие. Козероги. Ну что, мои хорошие,
Лилит заходит в Близнецы. Что Козерогам Лилит? Ну, что вам Лилит? Ни о чем. Никогда не поддаются. Такой хороший, зрелый Козерог не поддастся ни на какие сплетни, ни на какие конфликты, ни на какие скандалы. На что поддается? В этот период поддастся, захотите руководить. Опять вернется вот это вот контролировать, руководить, все под моим надзором, все под моим контролем. Мы с вами второй год работаем о том, что наоборот, расслабить себя, освободить свою нагрузку, освободить свои кости от тяжести всего, вот этой закостенелости. А тут Лилит провоцирует: ой, не-не-не-не-не, неправильно дети мои живут, неправильно тратят. О, что-то мой муж пошел, работает не то, не сё, или там моя жена, или что-то. Вот захочется, потому что по 6-му сектору идет это здоровье и это сектор работы. То есть карьеру будем пускать, и причем этот контроль можете делать. Ага, надо сделать карьеру моему мужу или там моей жене, надо пробить карьеру, что я пойду где-то там, ну где-то договорюсь с кем-то, заплачу что-то, а там сделаю вот эти вот абсолютно ненужные ходы. Это провокационные ходы самой Лилит. И вы их будете как будто делать сами. Никуда, ничего. Я вам сейчас скажу почему, по какому знаку проработать это все. Дальше что еще? По состоянию здоровья. Тоже здесь Лилит может провоцировать. Отравиться где-то можете, что-то несвежее покушали, хотя купили в магазине, сами приготовили. Продукт может оказаться несвежим. Или какое-то может быть что-то съели, а там не помыли фрукту какую-то. Или за этим тоже немножко по состоянию здоровья проследите этот процесс. И точно так же проследите процесс, если вы получили информацию, вы прошли анализы и у вас какой-то результат ненужный вам, то сделайте лучше еще раз повторный анализ. И может быть что-то было, какая-то в этом путаница. То есть по состоянию здоровья сделайте или возьмите еще мнение какого-нибудь врача, еще какую-то консультацию по одному и тому же вопросу, чтобы вам точно понимать картину, что с вами происходит. Могут быть тут путаницы. Ну и прорабатывайте все качества Тельца. Душевность. Душевность. Вы-то душевные, но вы это не показываете. Вы это не выражаете. Поэтому непонятно, любит меня мама или нет. Любит меня мой мужчина или нет. А он все для дома делает. Но он это не показывает. И он это не говорит. Он не проявляет вот эту душевность. Поэтому ты всегда замешкан, ты никогда не понимаешь, что происходит. Всегда вторая половина, вот когда ты с Козерогом общаешься, ты понимаешь, что он это сделал тебе, это сделал тебе, это сделал тебе. Но когда не говорит человек о своем душевном состоянии, то ты до конца потерян. Особенно когда дети не понимают. Ну и в паре, когда ты не понимаешь. Поэтому проработайте качество рака. Водолей. Ну что, мои хорошие, Лилит заходит в Близнецы, вы поддаетесь на нее, вы цепляетесь на нее. И такая ненужная трата на кого-то своей энергии, то ли на какое-то свое увлечение, уже чувствуете, что вы уже настолько туда энергии вложили, столько времени туда вложили, а воз и ныне там. Или на какого-то своего друга или подругу, или вот какие-то отношения, уже столько вложили, уже столько там, вот ненужная трата энергии, это уже такой over, это уже слишком, это много то, что вы делаете. Ненужные планы, ненужные общения, ненужное даже увлечение. Псевдодрузей тут много. Вот друг, но это псевдодрузья. А вы на них очень много тратите времени.
Все, что связано с удовольствиями, с наслаждениями, это тоже уже все такой немножко Вы уже насладились этим всем, вы уже получили от всего этого удовольствия. А вы все еще это гоняетесь, по одному тому же кругу ходите, что-то по какую-то делаете, одну и ту же работу делаете, одно и то же удовольствие, а оно уже не удовольствие. Вот это тоже вполне может быть, когда Лилит заходит по вашему 5-му сектору, идет. Хорошо проработать качество льва. На пьедестал. Презентовать, показать, научить, рассказать, представить себя. Где-то, может быть, лекцию прочитать, где-то выставить себя, где-то показать себя. Но все, что делают львы, качество льва. Станьте львом, и черная луна потухнет. Услышьте. Чем-то заниматься, вот этот период, чем-то занимайтесь, оно одно и то же, даже удовольствие, оно уже вам тоже надоест. Станьте львом, и сразу эта черная луна не будет настолько вас захватывать, настолько действовать, она потухнет. Ну, рыбки. Рыбки. Ну что, рыбки мои, заходит черная луна в Близнецы. Вы поддаетесь на черную луну. Такое смятение душевное будет находиться у вас в 4-м секторе. Фантазии по отношению к рутине, к семье. Какой-то самообман. Все это себе накрутите, куда-то это увлечет вас сильно. Даже там, где не нужна ваша помощь, вы ее захотите делать. Там, где не нужна ваша рутинная уход за кем-то, уже не нуждается никто в доме. Даже животное, которое в доме, оно уже не нуждается таким уходом. А вы по накатанной делаете, вы как-то вот что-то, все это психологически сами начинаете закручивать. Вам необходимо проработать качество девы. Что такое качество девы? Приземленность, продуманность, структурность. План построить. Даже если у вас есть своя какой-то объем работы, вот вам есть объем работы по дому, например, нужно сделать, потому что по 4-му сектору дом. Вот нужно сделать какой-то маленький ремонт, или нужно перевесить шторы, или перевесить картины, или переставить, или добавить где-то одни ручки, убрать плохие, на другие ручки поставить. Вот прям сделать себе план этой работы, рутинной работы план. Не так по накатанной, ну это я завтра сделаю, ой, а это можно зимой сделать, а что это, а это сегодня еще этот ремонт мне не... Поставьте себе, сделайте план, проработайте качество девы, продумать и начать это дело и закончить это, чтобы уйти от этой рутины, наладить ее, сделать ее. Иначе вы также будете по кругу, и вот оно все одно и то же идет, а дела у рыбок решаются, дела делаются. Но там, где нужно приложить ваши руки, ваше умение, ваше время, его надо приложить, это надо сделать. Поэтому вот качество, которое вы выработаете по деве, составлю план, что я сделаю вот за этим. Лилит будет 9 месяцев. Вы можете справиться за 2 месяца. И тогда она на вас абсолютно не будет работать. Рутину, которую вам необходимо будет сделать, вот домашнюю рутину, потому что у вас в 4-м секторе, в дом рутины. Если вы справитесь за 2 месяца, то она на вас работать больше не будет, она не будет вас трогать абсолютно. Поэтому проработайте качество девы. Ну что, бесконечно вас всех уважаю, обнимаю, люблю. Спасибо за поддержку и до новых видео.